Всем привет! Хэллоуин близко, и нет времени на долгие вступления. Я делаю змеиный ободок на голову. Змеи будут из легкого пластилина, который застывает на воздухе, а внутри у них будет проволока. Проволоку взяла ту, которую смогла найти дома. В том числе будут использованы обычные канцелярские скрепки. Для первой змейки сложила пополам тонкую проволоку и засунула ее в пластилин. Раскатываю и убираю лишний пластилин. Формирую ее мордочку. Ножницами прорезаю ей рот и пинцетом помогаю ему открыться. При помощи бисеринки на зубочистке делаю углубления для глаз. Они появятся у змей уже после покраски. Ножницами делаю змее чешую по всему телу, до самого хвоста. Я использую свои остатки легкого пластилина из разных наборов, от разных производителей, и по качеству он тоже разный. И работать с ним приходится также по-разному. Этот, например, застывает быстрее, и делать чешую надо очень быстро. Змея будет зубастой. Откусываю острые части зубочисток, острые части узкогубцев. И вставляю клыки в рот этой маленькой хищницы. Готовых змеек отправляю на просушку в вертикальном положении. Проволоку, на которой они держатся, втыкаю в меламиновую губку. Следующая змея будет потолще и покороче. А во рту у нее будет целых 4 клыка. И ей зубочисткой я сделала нос в виде 2 точек, не забывая про углубление для глаз. Дальше раскатываю колбаску из пластилина и нарезаю ее на маленькие кусочки. Каждый такой кусочек катаю пальцами в шарик и расплющиваю. Это чешуйки. Покрываю ими змейку снизу. До покраски мне она не очень понравилась, поэтому на ободке эта змейка будет единственной представительницей своего вида. Для следующей змеи взяла скрепку, разогнула ее и сделала петельку с помощью узкогубцев на конце. Это будет кобра. Поэтому у головы оставляю побольше пластилина, чтобы из него вылепить ее капюшон. Кобра тоже зубастая. Следующая змея просто маленькая тоненькая змейка без клыков. Я хотела попробовать отпечатать на ней рельеф сетки, но с этим пластилином это не сработало. Для другой змейки я раскатала тоненькую колбаску. Потом на проволоке сформировала ей голову, сделала ей рот и углубление для глаз. От головы намотала колбаску на проволоку. Покатала змейку между ладошек. Мне все-таки не понравилось, как соединяется тело и голова в месте крепления колбасок, и туда я добавила воротник из пластилина. Потом ножницами сделала на нем чешую. Таким же воротником из чешуек я сделала следующую змею, только у нее эти чешуйки продолжаются и на спине, но не до самого конца. Для своего ободка я сделала 27 змеек. Когда они высохли, покрыла их черной акриловой краской.
Как только высохла черная краска, взяла золотую и бронзовую и начала красить змеек сухой кистью, подчеркивала рельеф или просто делала хаотичные мазки. Клыки закрашивала тонкой кисточкой, плотным слоем краски. После того, как высох золотой слой, начала приклеивать змейкам глаза из бронзового бисера. Суперклей капала в отверстие для глаз и пинцетом вставляла бисер. Дырочки в бусинах стали их зрачками. Бисер постоянно пытался приклеиться к пинцету или к пальцам, но я справилась. Теперь этих глазастых красоток нужно приклеить на обруч. У меня был подходящий черный, но на нем были уши. Я избавилась от них с помощью моих маленьких узкогубцев. Сначала прикрепила самых длинных змей. Они на флористической проволоке, и она отлично гнется, поэтому я обмотала ей ободок. Кончики проволоки зафиксировала каплей горячего клея. Остальных змеек сначала распределила по ободку. Потом приклеила на горячий клей их загнутые проволоки. Для прочности крепления обматывала ниткой черного цвета. Итак, я приклеила их всех. Самое время спрятать все некрасивости под атласной черной лентой. Я обмотала и как следует приклеила к ленте основание каждой змейки для прочности. Дальше пришло время придать изгибы змейкам, и тут меня ждал неприятный сюрприз. В начале видео я рассказывала, что пластилин у меня от разных производителей и разного качества. Оказалось, при высыхании он ведет себя тоже по-разному. Один пластилин остается эластичным, и змеи гнутся легко, а второй трескается при изгибании. Пришлось подклеивать трещины суперклеем и подкрашивать сверху. В конце работы кистью слегка прошлась золотой краской по лентам. Можно перевоплощаться в Медузу Горгону. Главное не смотреть в зеркала и не встретить Персея на вечеринке. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.